Салют! В сегодняшнем видео поговорим о новом юните Циклоп, который появился у нас совсем недавно. Юнит это оранга, он относится к фракции людей, имеет ближний бой, при этом имеет уникальную возможность нанесения урона на расстоянии. Да, у него есть первый его навык, да, который позволяет ему бросать раз в заход свою каменную колонну, да, которую мы видим нарисовано у него. Вот, и наносить 250 урона, бросая дальние атаки. Да, то есть шанс 65%, довольно-таки высокий. Соответственно, очень многие играют с подстрекательством, с ним еще шанс будет выше. И, как правило, первым ходом он бросает эту колонну, наносит довольно-таки большой урон и имеет шанс оглушить соперника, да, и не позволить ему походить. То есть пропустить один ход. Соответственно, те, кто играет через агрессию, могут сейчас вот, в бою посмотрим пример, да, то есть ставят по 2 циклопа сейчас, и, соответственно, они кидают по 2 эти колоды, им те, кто ходит первые, могут сопернику 2 стека вывести на один ход из боя. Очень интересный навык. Соответственно, второй навык позволяет ему сделать двойную атаку, да, наподобие как ведьмы там били по 2 раза у нас. Сейчас вот у нас циклоп так бьет, да, то есть, единственное, он не кидает колоду, 2 колоды он не кидает, да, то есть, когда бросок колоды происходит, там одна атака. Если же с руки он бьет, то есть шанс довольно-таки высокий, вот мы видим 80% шанса нанести двойную атаку, да, опять же с подстрекательством еще выше. Вот. Соответственно, вторая атака наносит 90% урона, в принципе, ничем, там разница не такая существенная, то есть очень много, да, нанесет урона. Вот, очень дамажащий юнит. Вот. Помимо всего прочего, да, у него есть пассивный навык, который уменьшает на 40% магический урон. То есть сейчас водные элементали, да, которые доминировали, вносили дикие уроны, этот юнит будет как бы им в контру. Да, то есть он будет получать на 40% меньше урона. Ну и от других он тоже будет получать урон сниженный, да, на 20%. Поэтому он будет и танковать в какой-то степени и вносить большой урон. Вот, мы уже можем у топа посмотреть на арене. Здесь вот противостояние двух. Один вкачанный, вот имеет такие показатели, да, то есть, а второй в Илларии не вкачан. Скорее всего, да, то есть, или не вкачан, судя по тому, что у него скорость отсутствует, да, то есть он просто пока получил его и вставил. То есть довольно-таки существенное отличие мы здесь можем наблюдать. Да, то есть и по жизням, и по атаке, и по защите. Да, маг защиты очень высокая, кстати, у циклопа, помимо того, что он на 40% меньше магического урона получает, у него очень высокая маг защита, да, то есть, я так понимаю, здесь еще человек во фракции перекачал маг защиту, и, соответственно, мы видим. Но опять же, сейчас начнут перекачивать назад, потому что циклопы начнут физический урон наносить, и нужно будет возвращаться к физзащите, да, то есть, потому что разница очень существенная. Вот одного и второго, да, то есть тоже можно заметить, что маг защита больше вкачана, скорее всего. Хотя здесь, возможно, вкачана на одинаковой, и за счет того, что именно показатель маг защиты у него выше, он такие имеет показатели. Да, то есть сейчас посмотрим бой. В обоих по 2 циклопа. Но разница в том, что у одного скорость вкачана, у другого нет. Вот. Сейчас мы подождем. Вот. 2 атаки он провел, циклоп, мы видим, сразу убил соперника. Соответственно, сейчас нижний посмотрим. Вот кидает. Он кинул и убил. И один, и второй. Потому что урон действительно большой вносится. Очень интересный, конечно, юнит. Нужно будет смотреть, как он будет применим для простых игроков, да, насколько он будет эффективный. Но сейчас сборки заиграют немножко другими красками. Вот видите, 2 раза ударил, все, минус стек. То есть, да, то есть если бы раньше у соперника остался бы там какой-то остаток, походил бы им, и это могло решить исход битвы. Но в данном случае очень интересно, это двойной удар. Посмотрим, да, то есть получить их можно
у нас идет сейчас обмен юнитов, да, здесь. Мы бьем мобов, получаем фрагменты, на которые можно нанимать циклопов. Соответственно, если мы доним, получаем фрагменты, меняем, проходим этапы, и здесь вот можно их получить в призах, да, и скин получить. Но это, да, конечно, выходит там порядка 300-350 долларов, чтобы скин получить. Соответственно, ну, и вы получите очень много, конечно, этих циклопов, да, то есть, чтобы повоевать, можно и замену фракции получить, может кто-то хочет, у кого-то было там вкачано магическое, да, хочет перейти, ну, соответственно, немножко и фракции нам тоже дают, она сейчас очень актуальна, да, с тем, что до 70 уровня повысили, поэтому я ожидаю смен довольно много, да, сейчас начнут все переходить на этих циклопов с элементали, да, драконы уже костяные отошли в прошлое. Нужно будет еще, конечно, посмотреть, как они будут держать этот двойной удар, да, то есть как их костяная броня будет справляться. Может, как раз наоборот будут получше держать, чем водные элементали. Но впереди, я думаю, у нас будет изменение очень у многих игроков. Ну, опять же, это довольно-таки в плюс в свете того, что все играют одинаковыми сборками, сейчас начнут меняться. Кто-то от физиков, кто-то от магов играть, да, то есть опять играть с защитами. Кто угадал, кто не угадал, будет довольно-таки интересно. На этом все. Всем спасибо.